Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Прогноз – это лишь прогноз и карты, но я так надеюсь, ваша интуиция. Если мы переложим на какую-то ситуацию, а у каждого она своя какая-то жизненная история и метафорические образы карт, определенный инсайт вы получите или сумеете предполагаемые какие-то ваши действия словно просчитать на пару шагов вперед. Получится или нет, или другой какой-то способ использовать. И вот этот период, он как раз до конца августа знаменуется тем, что много планет в ретро-движении. Буквально с 23 августа с приходом, или точнее уходом, с ретро-движением Меркурия будет 5 аж планет. Это и Венера, это будет и Сатурн, мои дорогие козероги, ваш как раз Сатурн, это Нептун, и это еще и Плутон. Так вот, по Меркурию, надо сказать, сразу напоминаю, могут быть какие-то информационные, как и фейки, так и непонятки, или какая-то информация. Мы ей сразу, если услышали, не доверяем где-то, делим пополам, потому что либо время пройдет, и еще какая-то противоречивая информация может прийти, или заведомо что-то ложное. Кроме этого, будем аккуратны к электронным системам расчета, не переходим по непонятным чужим ссылкам, как бы любопытно не было. Помним, что фишинг процветает. Хорошее событие, что Нептун в ретро-движении как раз для нас означает плюс, потому что в прямом движении он больше, знаете, каких-то непонятностей, тумана какого-то напускает, а когда уходит в ретро, тайное становится явным. Для нас что-то определенно ясно или какая-то ситуация конкретно проясняется. Но еще и с 28 августа Уран входит в ретро-движение, а по Урану, считается так, что это планета-разрушитель, хотя на самом деле это словно волшебный ускоритель, который нас заставляет принять какую-то данность, реальность, такой, как она есть. А в сентябре Юпитер еще 3 сентября, где-то граница 3-4, в зависимости от региона, тоже уйдет в ретро-движение. И пробудут как Юпитер, так и Уран в ретро-движении до конца, практически до 31 декабря 2023 года. Я надеюсь, что у меня будет время, я сделаю видео, и мы посмотрим, что для нас проиграется. Но по всем даже планетам мы можем по-разному к ним относиться, но или не верить в астрологию. Астрология как будто и планетам все равно. Есть какие-то силы определенно, которые на нас влияют. Поэтому и для нас в этот период очень важно быть открытым миру, не ставить перед собой каких-то табу, шаблонов. Они будут неизбежно меняться. И то, что для нас вчера, может быть, казалось невозможным, каким-то неправильным, наверное, странным, может быть, или противоречивым, здесь может войти в норму. Поэтому гибким быть и адаптироваться, меняться с этими обстоятельствами, где-то быть в одной канве с ними и побороть свои собственные страхи, проститься с ними. Для нас это тоже будет очень важно. Как будто для этого нам дается этот период. Давайте мы узнаем, что уйдет или что завершится для вас, мои дорогие козероги. Что нового придет на мой порог? Неожиданные события, которые могут произойти. Радостные события или что будет радовать, что мне будет помогать, может быть, вот такой вопрос. Что может помешать? И 3 карты, 3 события мы достанем. Может быть, это и одно событие в каких-то разных номинациях. Давайте вот узнаем, что думают карты. Итак, что же завершится? У кого-то завершится или случится переезд окончательно, или, может быть, документы вы к этому подготовите, если вы что-то планировали уже. Может быть, буквально завершится. Прошлое от нас словно отталкивается. Это по карте колесницы нам говорят: отпускай все прошлое, пусть оно уходит. Оно должно словно освободить место для чего-то нового, а новое уже практически на пороге. И правда, большая наша адаптация с теми событиями, которые происходят в нашей конкретной реальной жизни.
жизни. Не ставить перед собой каких-то табу, так и не пользоваться где-то прежним шаблоном для нас будет тоже очень важно. Себя словно не ограничивать в чем-то. И это может проиграться как какая-то поездка или переезд, или если вы это уже осуществили, значит, что-то вы как итог будете подводить и расставлять все под местам. Больше будете добавлять в ясности, может быть, на новом месте проживания. Или для кого-то это может проиграться новая работа, как будто вы займете, сможете преодолеть, может быть, какие-то препоны. Или если был какой-то конкурс, то вы сможете для себя осуществить что-то очень важное за короткий достаточно период. Использовать, наверное, подвернувшуюся возможность для вас будет тоже очень актуально, потому что этот период такой перемен, он не продлится какой-то для вас очень долго. Ну, как узкий коридор, в который мы словно так вот должны просочиться, буквально, чтобы воспользоваться удобной возможностью, мои дорогие козероги. Вот для вас это тоже может быть как совет, как подсказка. Сами по себе внезапности какие-то, они для нас словно откроют новые пути, но карта-то нам говорит, это уйдет. То есть мы вовремя должны воспользоваться моментом и что-то не отложить на потом. Вот это тоже будет важно. В моменте здесь и сейчас. Или куй железо, пока горячо. Вот что-то такое может проиграться. Давайте мы спросим, а что новое приходит? Посмотрите, как шикарно. Карта счастья, карта любви, благополучия. Когда у нас баланс по всем сферам жизни. Ну, как минимум, какое-то радостное событие до конца августа у вас определенно будет. И, видимо, может быть, это через новость какую-то придет к вам. Или сообщение, или предложение. Но ведь 10 кубков, это, знаете, по максимуму, как будто что-то происходит. Может быть, даже это начинается с перемен в какой-то одной сфере вашей жизни, но по десятке кубков это будет задействована вся ваша система жизненных интересов. Могут поменяться, допустим, что-то или изменения пройти по работе, но для вас это откроет новые перспективы. И тут сразу у нас и сфера финансов, отчасти может быть больше где-то радости, счастья, и в личной жизни будет, какие-то перспективы на будущее, ведь мы смотрим, что нового придет. Вот с какой-то радостью у вас приходят и новые возможности, когда и больше вдохновения, больше уверенности, больше благополучия. Мы можем здесь, кстати, улучшать свое жилище, для кого-то осуществить переезд, вот то, что я сказала, и уже словно обустраиваться на новом месте, или видеть какие-то наперед для себя дальнейшие перспективы. Если недавно, правда, у кого-то осуществлен переезд, то мы тут и работу как-то находим, и взаимодействие с людьми, вы можете отстраивать словно новый социум вокруг себя, и для вас это будет определенное вдохновение какое-то. Давайте посмотрим, каковы неожиданности. По королю мечей мы можем, как и сами, куда-то отправиться, допустим, согласовывать в высоких инстанциях какие-то вопросы по документам или, разные какие-то договоры, соглашения, все что угодно. В неожиданностях иногда эта карта проигрывается. По королю мечей представителей власти, законной власти мы можем столкнуться, поэтому закон мы блюдем, соблюдаем, что-то не нарушаем, и тогда это для нас проигрывается в плюс. Для кого-то из вас, может быть, мы захотим посетить врача, стоматолога, например, да, или пройти обследование в неожиданностях, чтобы о себе самом знать что-то побольше, поточнее. У кого-то и так может проиграться. По этой карте может быть еще какая-то обстановка, когда нам помимо приятных эмоций придется где-то пользоваться рационализмом, хладнокровием, где-то не допускать, может быть, эмоционального взрыва. Может, правда, могут меняться, точнее, как и события, так и обстоятельства, поэтому, наверное, больше рационализма к тем событиям, которые мы не в силах изменить. Словно нужно увидеть для себя какой-то фарватер новых возможностей даже в какой-то, может быть, ситуации турбулентной или в каких-то меняющихся обстоятельствах. Могут меняться законы. Мы сами, смотря что вы тут планируете, можем обращаться, кстати, по этой карте к юристам, чтобы
к примеру, знать наверняка, как правильно оформить тот или иной документ. Или у кого-то могут проигрываться вопросы, ну, может быть, да, и если мы говорим, десятка кубков выпадает, и тут у нас и карта перемен, с учетом короля мечей, у кого-то могли быть вопросы в суде, и значит, тут тоже как будто завершение какое-то уже близится. И нас, вот что вы хотите добиться, козероги? Вот у вас, скорее всего, получится. Это словно вздохнуть мы можем свободно и быть свободными, и нас что-то будет и вдохновлять, и радовать, словно, знаете, новый этап жизненный для нас с большими перспективами, с большей радостью, что-то в чем-то расставить точки над «и» или принять какое-то Соломоново решение мы точно сможем. А для кого-то разрубить Гордиев узел и так проиграется. Что нам помогает? Карта ваша, мои дорогие, королева Пентаклей, та, которая из хаоса свой порядок отстраивает, создает. И здесь, правда, проиграется как теплый уютный дом или какие-то вопросы, связанные с вашим жилищем. У кого-то на новом месте, у кого-то на новом месте работы тоже вы будете свой как будто статус отстраивать. Получение денег само по себе. Когда у вас все под контролем, вас это радует или помогает, да? Когда в целом стабильно успешный период жизни. И даже есть какие-то перемены, но для вас они открывают новые возможности, и поэтому ими воспользоваться самое время, потому что мы словно отстраиваем свое, знаете, такое стабильно надежное будущее, базу какую-то закладываем, и для вас все в плюс. По крайней мере, в этот период можно даже из минуса какой-то плюс сделать, и это ведь тоже немаловажно. Радует еще и то, что у вас все даже в мелочах будет под контролем, и значит, какие-то планы или тезис-планы мы уже так можем проложить на будущее, а это всегда плюс. В нашем каком-то неспокойном мире, и даже несмотря, видимо, на какие-то перемены, вы, дорогие козероги, сумеете для себя ну, какую-то траекторию наметить, и вас это будет радовать. Что нам может помешать? А вот могут как раз по императору помешать, когда мы начнем настаивать на своем или продавливать какой-то свой интерес. Или вот так, знаете, для императора, как кулаком по столу шлепнул и сказал, есть два мнения, мое и неправильное. Когда мы не признаем, что есть альтернативные варианты развития событий, к примеру, что есть какая-то новая реальность, она в нашу жизнь уже пришла, а мы еще цепляемся за старое, или какие-то прежние шаблоны нашего поведения, или стереотипные мысли о других людях. Нам надо быть гибче. Может быть, знаете, как не сработает какая-то прежняя модель поведения. Вот это нам будет тоже мешать. Больше гибкости, больше где-то приспособляемости. Как бы это нам, ну, может быть, и не было свойственно, а придется учиться, потому что перемены, понимаете? И мы это не отменим. И, наверное, главное событие будет умение адаптироваться, правда, вот в этот период. И не только до конца августа, а до конца года, я бы сказала так. Мы большего добьемся, находясь в каких-то больше дружелюбно-контактных энергиях, нежели мы, может быть, в чем-то и правы, но мы хотим настоять, да. Тут мы никому ничего не докажем и больше конфронтации какой-то создадим. А нам здесь какую-то лояльность надо выстроить, тогда это нам помогает. 3 события. Прекрасно, шестерка кубков. И здесь могут для кого-то проиграться отношения на расстоянии. Вы будете думать как раз, как съехаться, да. Или какая-то история, может быть, сообщение от родственников, от тех, кого вы давно не видели. Может быть, от друзей, которых тоже не слышали, не видели, а когда-то были крепкие отношения. Может проиграться, когда вы были, может быть, с семьей на расстоянии, тоже вы будете съезжаться. Но по этой карте, знаете, доверительные отношения проходят, когда близкие какие-то, близкий социум, будем говорить так, или ваш круг знакомых тоже близких, с которыми вы можете быть где-то откровенным, может как и меняться, так и вы можете уделять внимание именно тем, которые не имеют в вас интерес, а относятся к вам, принимают вас такими, какие вы есть. То есть вот именно искренние отношения. И
Как и в личной жизни, повторюсь, это шестерка. Шестерка всегда победа в любой номинации. Значит, как будто победа в личной жизни. Правда, решение каких-то вопросов. Так и где-то ваше ближайшее окружение как будто тоже будет вас поддерживать, вдохновлять. И есть у вас единомышленники. Это здорово. Поэтому радости как будто больше нам обещают до конца августа. И это тоже очень хорошо. Второе событие. Ну, только сказала, не пойти в разнос, ни на чем не настаивать. Где-то, чтобы нас не захватил импульс какой-то, когда мы что-то начинаем делать чересчур. Или мы чересчур эмоционально сдержать какой-то эмоциональный баланс определенно стоит. И нам может вот такая поспешность, горячность повредить. И если мы говорим, вверху у нас карта король мечей, мы сказали, представители власти, законной власти, если мы пойдем решать какие-то вопросы и начнем, допустим, говорить, нет, мне по закону там что-то положено, может быть и положено, но вот чиновника какого-то разозлить нам точно, ну, не составит труда, но не добавит улыбок на лице, мы никому ничего не докажем. Будьте хитрее, будьте изворотливее, вот тогда все сложится в какой-то наш плюс. А для кого-то может проиграться. Все-таки у нас про любовь нам говорят не раз. И карта страсти. Может быть, человека мы такого можем встретить. И знаете, с 6, пусть это раньше период начался, с 6 августа по 25 августа трин Венеры к Хирону. Хирон – это у нас символ израненного целителя. Но вот за вот этот период времени для кого-то из вас может проиграться, как «я встретил любовь». Это большая любовь. Помимо символа по Хирону израненного целителя, как раз и проходит та, знаете, любовь или вот то чувство, которое нас полностью захватывает. Но где-то тут и со страстью проигрывается, безусловно. Но это как любовь, которая приходит, когда мы ее не ждем. С первого взгляда. И это очень сильное чувство. Или то, что мы называем кармическими отношениями. И вопреки тому, что бытует такое мнение, по ретроградной Венере вроде как это все, ну, недолго, на какой-то короткий промежуток, ненадежное что-то, то если ваши отношения сложились вот как раз в период, или вы встретили человека, именно встреча произошла с 6 по 25 августа, вполне вероятно, нам не говорят, кстати, о том, что это будет как-то легко и просто, но определенно эта история, она будет иметь продолжение, и для вас будет значить очень много, как и этот человек, так и взаимоотношения с ним. И у кого-то вот напрямую это может тоже проиграться. И, знаете, подобные встречи могут нас, ну, как импульсом для нас служить, чтобы мы пересмотрели вообще всю свою какую-то стратегию. Может быть, и какие-то прежние шаблоны, они, такие отношения нас меняют изнутри. И у кого-то из вас может тоже так проиграться. Может быть, у одного-двух, но я должна такой вариант тоже озвучить. Поэтому, ну, по эмоциям держим так их на коротком поводке, мои дорогие козероги. И третье событие – уделите внимание отдыху. Мы складываем оружие буквально, поэтому нам говорят, наверное, большего плюса мы добьемся, как и в личной жизни, так и в решении финансовых вопросов, так и в оформлении документов и контактах с высокими чиновниками или с представителями власти, если мы будем где-то хладнокровно спокойными, никому ничего не доказываем, вот буквально складываем оружие, уделяем внимание своему отдыху. Помните, наверное, уставшие люди делают ошибки, когда мы чересчур устали, падает концентрация внимания. Так психология и здоровье человека, так физиология его задумана. Поэтому для вас будет отдых, в принципе, как, знаете, как воздух. Чтобы дышать, такой отдых абсолютно необходим. Поэтому карта напоминает о том, чтобы мы о себе самой не забывали. Может быть, нам это будет необходимо для того, чтобы хладнокровно, беспристрастно увидеть какую-то реальность, то есть исключить какие-то эмоции и увидеть конкретные события. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.